Приветствую, друзья, с вами YouTube канал Мелочети. 92-й или 95-й бензин заливать в бак своего автомобиля. Именно в этом видео мы кратко и на понятном языке ответим на этот вопрос. Раньше в этом конкурсе лучших бензинов участвовал еще и 80-й бензин, но он постепенно ушел с рынка, так как современные двигатели имеют более высокую степень сжатия, и из-за этого им нужны более высокооктановые топлива. Именно из-за степени сжатия в большей мере и зависит применение того или иного бензина. Чем больше степень сжатия, тем больше должно быть октановое число применяемого бензина. Раньше для того, чтобы использовать низкооктановый бензин, например 76 или 80, автовладельцы устанавливали дополнительную прокладку головки блока цилиндров, тем самым уменьшая степень сжатия. Но время и технологии не стоят на месте, двигатели становятся более мощными, экономичными и, самое главное, менее токсичными. На спортивных автомобилях уже давно недостаточно октанового числа даже 98-го бензина, поэтому применяются химические добавки к топливу для увеличения октанового числа. Так какой же бензин все-таки заливать в свой автомобиль? Сразу хочу отметить самый важный момент. Раньше в эпоху карбюраторных двигателей, то есть без системы управления двигателем, применяемое топливо зависело практически только от степени сжатия. Но в современном мире, где уже все автомобили строятся на базе системы управления двигателем, важна не только степень сжатия, но и настройки системы управления двигателем. Возьмем за пример автомобиль Chevrolet Lachetti с двигателем 1.6. Автомобили первых годов выпуска требовали топлива с октановым числом не ниже 91, а последние годы выпуска требовали уже не ниже 95. Причем сам двигатель не претерпел абсолютно никаких изменений, то есть все железо и степень сжатия остались прежними. Так почему же владельцы одного и того же автомобиля должны заливать топливо с разным октановым числом? Почему одним можно заливать 92, а другим только 95? Все дело в том, что постоянные изменения в требованиях экологичности заставляют автопроизводителей влазить в рамки токсичности, так называемые нормы Евро. Так вот, требования по снижению оксидов азота в выхлопных газах заставили использовать систему ЕГР и применять топливо с более высоким октановым числом. Поэтому система управления двигателем была настроена на применение 95-го бензина. Причем на первых моделях, которые шли под нормой Евро-2, был установлен переключатель октанового числа, так называемый RON-свитч, и он располагался в моторном отсеке. Он позволял быстро переключать блок управления двигателем Sirius D42 на работу с разным октановым числом. В будущем на автомобилях Евро-3 и Евро-4 этот переключатель упразднили, но сама функция осталась в блоке управления двигателем. Поэтому у владельца данного автомобиля имеется возможность переводить систему управления двигателем на работу с разным бензином, либо 92-м, либо 95-м, просто изменяя подключение одного провода. Как это сделать, можно посмотреть в моем очень старом видео по этой ссылке и по ссылке в описании. Так что же мы имеем в итоге? Какой бензин все-таки заливать? Если посмотреть на все вышесказанное, то ответ на этот вопрос намного проще, чем кажется. Необходимо просто взять и прочитать инструкцию по эксплуатации своего автомобиля. На первых моделях там указано, что необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 91, а на последующих автомобилях четко указано, что необходимо обязательно использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше. Даже в наше время в некоторых странах до сих пор выпускают автомобили под октановое число бензина 91 или выше. Поэтому, друзья, просто возьмите инструкцию к своему автомобилю и следуйте рекомендациям, которые там указаны. Понятное дело, что в комментариях будет очень много людей, которые будут доказывать, что они всю свою жизнь заливали 92-й бензин, даже в автомобиле под нормой Евро-4. И таких людей действительно немало. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Каждый вправе решать, как ему поступать со своим автомобилем. Я лишь просто рассказал, как оно должно быть. Но что касается меня, то мой личный автомобиль изначально был под нормой Евро-2, ну а я уже очень давно настроил его на работу с 95-м бензином. Потому что на 95-м бензине и под настройки на 95-й бензин эксплуатировать автомобиль значительно приятней. Обязательно пишите в комментариях, какой вы используете бензин. Надеюсь, видео было вам полезным, а возможно будут полезны и эти видео.